это чересчур. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня мы находимся в прекрасном барселонском выставочном пространстве Палау Мартарель. Кстати, об этом месте я уже писала в серии своих шортс, ссылка будет дана в описании. А сегодня мы отправляемся посмотреть выставку известного колумбийского художника Фернандо Ботеро. Ну что, погнали! Фернандо Ботеро оказал огромное влияние на искусство в целом 20 и 21 столетия и также на латиноамериканское искусство. Во-первых, он подчеркнул латиноамериканскую идентичность, любовь к цвету. Да, действительно, многие художники, которых я даже лично знаю, все обладают потрясающим чувством цвета, и это видно также в работах Ботеро. Он поднимал остросоциальные темы, да, то есть это был ответ, в его творчестве был ответ на насилие, несправедливость. И на него, так как он очень много путешествовал и впитывал вокруг себя работы древних мастеров, на него оказали влияние такие мастера, как Веласкес, Гойя, Тициан, ну, естественно, Рубенс. Почему? Потому что в своих работах он использует объемные формы, воспевает красоту женщину, и иногда, порой это чересчур, объемы чересчур большие, что было также характерно для творчества Рубенса. Ботеро был не только художником, но и скульптором. В целом его стиль даже получил название ботеризм. В скульптуре, так же как и в живописи, он использовал объемные формы. Есть некая связь Ботеро и Барселоны. Барселона отдает дань его творчеству, и знаменитейшая скульптура «Кот» интегрирована в пространство Барселоны. А в терминале 2 вас встречает знаменитая лошадь из серии лошадей. Перед нами диптих, посвященный президенту и первой леди. Казалось бы, очень милая работа, красивая, красочная, но здесь, опять же, зашит социальный подтекст. Таким образом, Ботеро подчеркивает то, что семейная пара чересчур использовала свою власть. Слишком много украшений у дамы, слишком пафосная фигура у самого президента. Тема купальщиц всегда волновала художников разного поколения. Среди известных это и Пабло Пикассо, и Дега, Ренуар, Матисс. Вот и Ботеро обратился к этой теме, воспевая женскую красоту. Яркая, сочная картина улица. С одной стороны, это мог быть любой среднестатистический латиноамериканский город с буйной, шумной жизнью в нем, с яркой. С другой стороны, опять же, поднимаются остросоциальные темы, но в мягкой, красивой и элегантной манере, присущей Ботеро. Посмотрите сюда, здесь есть мать и ребенок, собаки, торговцы, сутенеры, и также видна тема именно неравенства с точки зрения состояния и богатства, когда бедные соседствуют с очень богатыми людьми. К теме пикника обращались многие художники, но Ботеро делает это в свойственной ему манере. Вокруг идеальная картинка, идиллия, солнечный денек, но мужчина явно скучает. Женщина, несмотря на расслабленную позу, видимо, чувствует дискомфорт. Еда не тронута. Ботеро здесь изображает несоответствие ожиданий и реальности. У Ботеро были довольно сложные отношения с религией, и в его работе «Купание кардинала» мы видим гротеск и сарказм. Дело в том, что ситуация довольно интимная и сакральная, но кардинал купается в той одежде, в которой он выходит проводить службы. В этом Ботеро хотел подчеркнуть, с одной стороны, мощь и силу религии, Ватикана, а с другой стороны, ее слабость и безволие, безвыходность ситуации, когда церковь все равно зависит от прихожан, от более маленьких людей, от тех, кто ему прислуживает и помогает. То есть, опять же, здесь поднимается тема маленького человека. В своем творчестве Ботеро также обращается к мифам, которые волновали художников всего мира. Древний миф похищения Европы, но в своей же саркастичной манере, когда Европа кажется опасностью для быка, в которого превратился Зевс. В одном из залов можно увидеть реплики работ знаменитых художников.
Тема корриды возникает на выставке не случайно. Дело в том, что дядя художника хотел, чтобы он стал матадором и даже отправил его в школу, но Батера со временем посвящает свою жизнь искусству. Тема натюрмортов – вечная тема в творчестве практически любого художника, а поиски разной цветовой гаммы и освещения очень характерно для импрессионистов, особенно для Клода Моне. Еще одной темой в творчестве Батера является тема цирка, его дуальность, когда, с одной стороны, грусть соседствует с весельем, когда искренность соседствует с неискренностью. И для него это чудесный мир, где возможно все и никогда не чересчур. С вами была Галя Карен. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии. Мне это очень важно. Посмотрите, пожалуйста, остальные видео из этой серии коротких видео. И я провожу экскурсии в Барселоне и ее окрестностях. Приходите на мои экскурсии. С вами Галя Карен. Пока-пока.